Настоящий титан в мире хищников. Прочная шкура делает его непробиваемым. Гигантские когти становятся смертоносным оружием, а впечатляющие размеры и внушительная скорость позволяют бросить вызов самой крупной добыче. Но даже такой гигант может стать уязвимым, когда он сталкивается с гневом стихии или с не менее голодными конкурентами. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – Бурый медведь. Обыкновенный или бурый медведь – один из самых распространенных представителей своего семейства, ареал которого охватывает большую часть Евразии и западную часть Северной Америки. При длине тела более 2 метров средняя масса животных около 200 килограмм, но в северных регионах отдельные особи могут весить свыше половины тонны. И чтобы поддерживать себя в форме, таким исполинам нужно постоянно искать провизию. В голодные времена бурому медведю приходится несладко. Чтобы хоть как-то восполнить запас калорий, хищник переходит на растительную диету. Он выкапывает корни, жует траву, поедает мелких насекомых и находит пропитание даже среди сосновых веток, с аппетитом поедая семена шишек. Обоняние медведя в 1000 раз превосходит человеческое, поэтому с поиском пищи не возникает особых проблем, и даже крохотная мышь может угодить в пасть голодного зверя. Однако такая добыча вряд ли способна утолить голод. Более половины рациона медведя приходится на растительную пищу, но он никогда не упустит возможности разнообразить диету мясом. И если ему не хватает скорости в поимке пернатых или ловкости в рыбной ловле, то в дело вступает грубая сила. Используя всю свою мощь, он может раскопать чужое убежище или даже разрушить хатку бобров, чтобы поживиться их детенышами. Но именно падаль становится спасительным источником пищи для многих лесных обитателей. Самые быстрые имеют все шансы не остаться голодными, но лишь до тех пор, пока на запах не прибудет настоящий хозяин леса. Право сильного становится ключевым в спорах, и связываться с медведем для большинства падальщиков не имеет смысла. Всего за один прием пищи хищник может проглотить до 40 килограмм мяса. Но даже ему стоит быть начеку, ведь недостающая сила и масса может быть компенсирована слаженной работой в команде, и если противников слишком много, перед медведем встает непростой выбор. В этой ситуации он быстро хватает самый большой кусок и спасается бегством. Таким образом, гигант избегает затрат энергии на драку и в то же время не остается голодным, что становится оптимальным выходом из ситуации. Однако куда более опасным конкурентом медведя может стать другой медведь. Превосходящие размеры являются главным аргументом в споре, но если силы равны, драка может принять нешуточный оборот. Толстая шкура спасает от яростных укусов, и обычно силы гигантов заканчиваются быстрее, чем кто-то успеет нанести серьезные травмы. Копытное животное становится желанной мишенью любого бурого медведя, однако длинные ноги и скромный вес делают их слишком быстрыми спринтерами, и даже полный силохотник имеет мало шансов догнать взрослое животное. Но хищник отлично знает, когда у оленей и их соседей появляется потомство, и он не упускает возможности поохотиться на молодняк. В панике стадо бросается в воду. Но даже водоемы не станут помехой для голодного медведя, ведь это отменный пловец, а его скорость на суше может превышать 50 км в час. Стоит учитывать, что копытные с первых дней жизни способны оставлять позади большинство охотников, но медведя это мало волнует, ведь достаточно одной ошибки, чтобы уменьшить до нуля даже большую дистанцию. Настоящие гиганты, такие как бизоны, слишком велики даже для столь сильного хищника, но и здесь он может получить свое.
битвы за самку невероятно изматывают животных, а серьезные травмы, полученные в пылу сражения, могут стать фатальными, и медведю лишь остается дождаться своей очереди. Весенний лед также может вынести приговор самым сильным и выносливым копытным. Однако для бурого медведя попадание в воду не предвещает ничего плохого, ведь он превосходно защищен от холода и способен с легкостью выбраться из ловушки. К тому же медведь может преследовать детенышей бизонов. Несмотря на то, что мать вдвое превышает хищника в размерах и может запросто растоптать его тяжелыми копытами, охотник не намерен отступать от задуманного. Несмотря на косолапость и внушительный вес, медведи превосходно себя чувствуют даже в горах. Они успешно перемещаются по каменистым склонам, хотя в этом им далеко до мастерства обитающих по соседству копытных, поэтому такая добыча становится для хищника недосягаемой. Медвежата весом всего в полкилограмма появляются на свет зимой, но уже весной они сопровождают мать, которая в это время становится невероятно бдительной и агрессивной. Даже безобидная фотоловушка с едва уловимым запахом может привести медведицу в бешенство. Словно по команде, малыши мгновенно бросаются в рассыпную, но когда опасность миновала, вновь возвращаются к своим делам. Молодые медведи с легкостью взбираются на деревья, и эта способность дана им не просто так. Дело в том, что матерые самцы часто преследуют самку с потомством, и они без сомнений атакуют малышей, чтобы убрать будущих конкурентов. Дети сопровождают мать 2 или даже 3 года, что совершенно не устраивает самца, планирующего как можно быстрее передать свои гены по наследству. Чтобы не допустить подобные встречи, мать уводит детенышей подальше от владений чужака. Но если тот все же настигнет семейство, медведица без сомнений бросится на защиту. В такой ситуации именно деревья могут стать спасением для подростков, ведь тонкие ветки не выдержат вес взрослой особи, а значит, здесь они временно в безопасности. Самка примерно на треть уступает противнику в размерах, но ее ярость в полной мере компенсирует разницу в весовой категории. Она готова отдать жизнь за медвежат, поэтому в ход идут самые яростные атаки, и натыкаясь на столь сильный отпор, в большинстве случаев медведь отступает. Именно благодаря самоотверженности матери до взрослой жизни доживает большинство беззащитных малышей. Несмотря на конкуренцию, преследование со стороны человека и порой суровые условия обитания, в своей среде бурые медведи по-прежнему процветают. Ведь их чуткое обоняние, удивительная находчивость и нескончаемая мощь помогают не остаться голодными в любое время года. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!